Привет, друзья! Сейчас, когда технологии цифровой и аналоговой съемки значительно упростили процесс получения цветных изображений и улучшили цветопередачу, черно-белая фотография остается популярным видом фотоискусства. Можно долго всматриваться в старые фотографии, ведь они обладают какой-то необычной магией. Некоторые старые изображения по прошествии времени обрели особую ценность. Сегодня мы рассмотрим самые жуткие и интересные из них. Этот жуткий снимок был сделан в 1937 году в Ленинграде фотографом Виктором Буллой. На фото женщины, мужчины и дети, все в противогазах. У некоторых детей в руках маршевые барабаны. Также мы видим множество флагов. Несколько детей мы можем увидеть лежащими за пулеметом. Первоначальной целью фото было показать готовность СССР к обороне. Опыт Первой мировой войны показал, что противник в будущих сражениях обязательно будет использовать химическое оружие. Детям приходилось носить противогазы вместе с учебниками и тетрадями в школу. Они делали это фото, совершенно не зная, что будет завтра. Эта фотография была сделана всего за 4 года до начала блокады Ленинграда. Сегодня этот снимок заиграл совсем другими красками, как предчувствие войны, страшной и омерзительной. На фото изображен печально известный дом в Амитивилле, где Рональд Джозеф Дефео, младший, под влиянием голосов, по его словам, уничтожил всех членов своей семьи – отца, мать, 2 братьев и 2 сестер. Во время следствия Дефео так и не смог объяснить свои мотивы. Суд признал его вменяемым и назначил наказание в виде 150 лет тюрьмы. Настоящий дом ужасов. На этом фото мы видим обычный сарай с разным хламом. Мы можем рассмотреть висящий на стене календарь, огромное количество разных кастрюль и банок. На полу стоят бутылки и коробки. На переднем плане виднеется мешок с сахарным песком фирмы Домино Шуга. На заднем плане, на тумбочке, виднеется кипа газет. Казалось бы, это обычный заваленный хламом сарай. На самом деле, эта фотография сделана в доме Эда Гейна. Эд Гейн по прозвищу Мясник из Плейнфилда. Этот человек был настоящим злом, а офицеры нашли в его доме множество жутких улик. Некоторая мебель и кухонная утварь была сделана из человеческих останков. Например, стул, оббитый кожей, чаши из черепов и банки с органами. На фото изображены солидные джентльмены со шляпами, большинство из которых пытается ими же и прикрыть свое лицо. Фотография была сделана на суде над чикагским гангстером Аль Капоне. Ужас, который Аль Капоне внушал другим, прекрасно воплощен в этом снимке из судебного процесса над ним в 1931 году, на котором зрители прячут свои лица от фотографа. На фото, возможно, его товарищи-гангстеры или простые гражданские, которые боятся навлечь на себя гнев Аль Капоне. Похоже, никто не хотел, чтобы его узнали в этом историческом кадре. Аль Капоне был врагом общества номер 1. Мы видим, как на фоне разрушенного города люди копаются в каких-то коробках. 18 апреля 1906 года в Сан-Франциско произошло землетрясение, в результате которого погибло около 3000 человек. 225 тысяч осталось без крыши над головой. Было разрушено 90% города. Но основной ущерб, до 80%, был произведен не землетрясением, а пожарами, начавшимися из-за него.
которые продолжались 4 суток. Многие дома были подожжены своими же хозяевами, поскольку они были застрахованы от пожара, но не были застрахованы от землетрясения. На фото изображены солдаты армии США, которые занимались мародерством во время пожаров, копаясь в коробках из обувного магазина. В Древнем Китае девочкам начинали бинтовать ноги примерно с 4-летнего возраста. В результате таких мучений где-то к 10 годам формировалась примерно 10-сантиметровая лотосная ножка. Бинтование ног перестало быть популярным к 1930 годам, но эта болезненная традиция сохранялась в Китае около 1000 лет. От перелома пальцев ног до отрезания лишней плоти. Бесчисленное количество молодых девушек пережило этот мучительный процесс, чтобы достичь идеальной 3-дюймовой стопы. Самое странное то, что последняя фабрика, которая производила туфли-лотосы, закрылась в 1999 году. На фото мы можем увидеть 2 людей – охранника и заключенного. Это фото Стэнфордского тюремного эксперимента. В августе 1971 года был проведен необычный эксперимент, цель которого состояла в том, чтобы провести психологические исследования и проверить людей. Студентов-добровольцев разделили на 2 группы, состоящие из 10 заключенных и 11 охранников. Добровольцы играли роли заключенных и охранников в импровизированной тюрьме. После этого участников поместили в подвал одного из кампусов университета, где они в течение 2 недель должны были имитировать тюремную жизнь. Эксперимент закончился на 6-й день. К этому моменту ситуация вышла из-под контроля. Участники-охранники стали проявлять садистские наклонности, а одного из участников заключенных пришлось выпустить досрочно из-за появившихся у него симптомов психоза. Исследования показали, что получившие власть люди будут доминировать над подчиненными и проявлять жестокость, даже если от них этого никто не требовал. Охранники унижали и оскорбляли заключенных, заставляли чистить их сортиры голыми руками и стравливали их между собой. Но в 2018 году появилась информация о том, что этот эксперимент был постановочным. Французский режиссер собирался снимать документальный фильм об эксперименте, но, обнаружив в Стэнфордском университете рабочие записи об эксперименте, написал книгу «История одной лжи». Но все же есть и снятые фильмы на эту тему, например, фильм «Эксперимент», снятый в 2010 году. Верить в это или нет, решать только вам. На этом фото мы видим одинокий автомобиль на фоне черных, пугающих облаков. Этот жуткий черно-белый снимок сделан в Техасе в марте 1936 года. На фотографии запечатлена одна из пыльных бурь. В результате этой катастрофы сотни тысяч семей были разорены, поскольку не могли растить скот. Они попросту бросали свои фермы и уезжали. Пыльные бури превращали светлый день в темную ночь. Те, кто вдыхал переносимую по воздуху пыль, страдали кашлевыми спазмами, одышкой, астмой, бронхитом и гриппом. Пыльевая пневмония, называется коричневой чумой, унесла за собой тысячи жизней и была особенно смертельной для детей и пожилых людей. Старые фотографии вызывают беспокойство, но еще больше вызывают беспокойство те, которые были сделаны в психиатрических больницах прошлых лет. Это фото сделано примерно в 1900-х годах. На фото мы можем увидеть психически больную женщину, руки которой прикованы к стенам камеры. Женщина приняла позу распятия. В XIX веке это считалось легитимным способом лечения душевнобольных в Германии. Кстати, у нас уже выходил ролик о психлечебнице. Ссылку вы найдете в описании.
Об этой фотографии нельзя было не упомянуть. На этой фотографии изображены целеустремленные молодые люди, которые изображены на фоне суровой местности. Это тургруппа Дятлова. Фото сделано незадолго до того, как они встретили свою судьбу. Советские туристы погибли загадочным образом во время своего похода. Их тела были изуродованы и истерзаны разными способами. Причина их смерти по сей день так и не установлена. Вокруг инцидента образовалось очень много теорий. Правду никто не знает по сей день. Эти черно-белые, поблекшие от времени фотографии иногда смотрятся живее, чем современные снимки. Игра света и тени создают определенную атмосферу. Такие фотографии оставляют за собой недосказанность, что заставляет нас смотреть на них опять и опять. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, нас ждет еще очень много интересного. И пока-пока!